Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 7 июня, и это мой день рождения. Поэтому я решила записать для вас небольшое видео. Сегодня мы поговорим о том, что мы делаем на день рождения, какие слова и фразы мы говорим друг другу, ну и что мы не делаем на день рождения. Итак, давайте начнем с лексики. День рождения – это праздник, и, как и любой праздник, мы его отмечаем или празднуем. Глаголы «отмечать» – «отметить», «праздновать» – «отпраздновать». Например, как ты отметил свой день рождения в прошлом году? Или как ты обычно празднуешь свой день рождения? Кстати, все слова и примеры будут в PDF-документе на Патреоне, как обычно. Только не сегодня. Думаю, завтра или послезавтра у вас обязательно будет этот PDF-документ. Итак, во-вторых, на день рождения мы поздравляем человека. Мы говорим «поздравляю тебя» или «вас» с днем рождения. «Поздравляю тебя с днем рождения». Или «поздравляю с днем рождения». Или просто «с днем рождения». Но важно, что сказать «с днем рождения» недостаточно. Мы обязательно желаем чего-нибудь. Например, счастья, здоровья, любви, удачи, успехов в работе и так далее. Все наши пожелания будут в родительном падеже. То есть желаю тебе или вам плюс родительный падеж. Например, желаю тебе счастья, здоровья, любви и удачи. Или просто счастья, любви, здоровья, удачи. Итак, давайте скомбинируем и скажем еще раз полное поздравление. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, любви и удачи. Итак, с днем рождения мы поздравили. И, конечно, если кто-то поздравляет вас с днем рождения, мы отвечаем «спасибо». Спасибо за поздравления, спасибо за пожелания, спасибо за подарок. О подарках, кстати, мы поговорим чуть позже. Что еще? Человек, у которого сегодня день рождения, это именинник или именинница. Например, сегодня я именинница. Это значит, что у меня сегодня день рождения. И если у вас сегодня день рождения, это значит, что сегодня вам исполняется сколько-то лет. Глагол «исполняться» – «исполнится». Например, в прошлом году Тане исполнилось 12 лет. Или сколько лет исполняется твоей дочери в этом году? И здесь давайте сразу поговорим о важном культурном моменте. Мы, если честно, не очень любим говорить о возрасте на день рождения, ну и вообще. Конечно, если это ребенок или подросток, или, не знаю, очень молодой человек, то можно спросить, сколько лет тебе исполняется, сколько лет тебе сегодня исполнилось. И дети, конечно, любят говорить, сколько лет им исполняется, сколько лет им исполнилось. Но если это взрослые люди, то говорить о возрасте и спрашивать о возрасте не принято. Если это ваши близкие друзья или родственники, то вы, конечно, знаете, сколько им лет, поэтому вы не будете об этом спрашивать. Ну, а если не знаете, то обычно мы об этом не спрашиваем. Если очень хочется, то, конечно, можно. Я рекомендую при этом добавить фразу «если не секрет». Например, сколько лет тебе исполняется, если не секрет?
И, конечно, человек может ответить на этот вопрос, но также он может уйти от ответа. Это тоже совершенно нормально. Второй культурный момент, который я хотела обсудить, это подарки. На день рождения именинник получает подарки. Обычно именинник приглашает гостей, и каждый гость приносит подарок, дарит подарок. Знаю, что это не что-то необычное, такая традиция есть во многих странах. Но, например, я заметила, что в Европе имениннику часто дарят вино. Это такой очень популярный, хороший подарок. Но для нас, если честно, вино – это не подарок. Гости могут принести бутылку вина, но скорее к столу, для всех гостей. Ну а для именинника мы выбираем какой-то более личный подарок. Не знаю, что-то, какую-то вещь, которая, может быть, понравится ему или ей. Что-то особенное. Напишите, пожалуйста, как в вашей стране, какие подарки вы обычно дарите. Ну и еще очень важно, что мы обычно сразу открываем подарок. Почему? Потому что гость, человек, который подарил подарок, хочет видеть реакцию на свой подарок. Мы хотим видеть, что подарок понравился, хотим видеть, как именинник реагирует. Конечно, именинник всегда очень рад любому подарку. Мы всегда говорим спасибо, что подарок замечательный, даже если это не так. Знаю, что в некоторых странах, наоборот, не принято открывать подарок при всех. Напишите, пожалуйста, как у вас в стране. Так, и еще один момент, который я хотела обсудить, это гости. Да, как я сказала, именинник обычно по традиции приглашает гостей. В детстве, например, мы только так отмечали день рождения. Мы приглашали гостей домой. Сейчас тоже можно приглашать гостей домой, но все чаще и чаще люди приглашают гостей куда-то, например, в ресторан, или в бар, или в клуб, и там мы отмечаем день рождения. И при этом именинник обычно платит за всю компанию, за всех гостей. То есть именинник всех угощает. Я помню, что моя студентка из США очень удивилась. Она сказала, что гораздо логичнее было бы сделать наоборот. Если гости платят все вместе за ужин. Согласна, что это было бы логичнее, но мы делаем наоборот. У нас именинник платит за всех, угощает всех. Так принято. Конечно, расскажите, как принято у вас. Давайте обсудим, мне будет очень интересно. Ну, на этом, пожалуй, все. Жду ваши комментарии и увидимся в следующем видео. Пока!